Девочки, привет! Я только вышла из куяльника. Полчаса, даже больше, я отмокала, откисала в ропе. Так здорово вообще. Слушайте, на нас тут заели божьи коровки. Это просто невероятно, да, Жорик? Сейчас вам покажу Жорика. Девочки, а Жорик тянет меня в воду и уже забежал, когда я выходила. Сегодня такая прекрасная погода. У нас очень сегодня жаркий день. Солнечный день, жаркий. Вот сейчас уже больше 30 градусов. Ты собрался уже уезжать? Еще рано, Жорочка. Идем. Короче говоря, божьих коровок просто какое-то нашествие. Ты идешь, и они просто по тебе ползают. Надо закрыть дверь. Вот они везде. Вот они летают здесь, вот они везде, эти божьи коровки. Вон все стулья в этих божьих коровках, девочки, вот смотрите. Так неприятно, когда они садятся на тебя, и очень щекотно, лоскотно. Ну вот посмотрите, сколько их. Просто ужас. Кругом божьи коровки, а Жорка собрался уезжать. Да? А скупаться, Жорик? Ты уже скупался? Вот они летают прям. Вот. Это ужас. Как проходят ваши дни летнего отпуска, летнего отдыха? Мы вот как-то так. На стульчиках и на бережку. На море сейчас не ездим, там что-то там с качеством воды не очень. Все это знают. В районе наших пляжей прорвал коллектор. Там идут восстановительные работы. Ну, в общем, все как всегда. Ну, мы были на прошлых выходных, уже после прорыва. Купались, но вода была очень холодная, я вам рассказывала. На куяльнике люди приезжают, купаются, отдыхают. Ну, главное, чтобы с собой взять водичку. Вот скоро закат уже. Девочки, сегодня прям был невыносимо жаркий день. Не знаю, как у вас, но мы с Жориком просто замучились. Мы сейчас просто ездим на куяльник каждый день, потому что ожидается похолодание. Ну, на фоне летних температур такое себе похолодание. Я бы сказала, назвала это свежее станет. Свежее станет, пройдут, возможно, дождики. Очень хотелось бы. Что такое? Я тебя не отпускаю. А не отпускаю его, потому что Сережа лежит в воде, и он сейчас к нему побежит, как он побежал ко мне. И весь вымажется. Тут лошади ходили, видите, следы от копыт. Жора, там уже грязи, мы туда не пойдем. Возвращайся. Вот, сиди, жди, да, на бережку сиди, жди. Никуда не иди, хорошо? Водичку не надо, она соленая. Ты потом будешь плакать. Уже обмывали его один раз пресной водой. Все равно лезь туда. Жорочка, иди сюда. Садись здесь. Вот сиди. Умничка. Ты же умная собачка. Девочки, я там откисала в куяльнике. Лебедь плавает. Туда-сюда, туда-сюда. Эх, не было видеокамеры под рукой. И сейчас хотим поездить, потому что ближе к концу лета здесь все будет в ропе, в соли. В общем, вернее, тут и так все в ропе. Все будет соленое, все будет такое, знаете... Так, сейчас я Жорку поближе подвину, чтобы контролировать. Жор, не-не-не, туда не идем. Все, возвращайся. Все будет просто, ну, очень здесь фотосессии. Все будет невозможно. Покрыта коркой соли, и вода будет такая концентрация ропы, что это уже будет не как бы польза для здоровья, а больше вред, так я вам скажу. И очень неприятно, когда ты выходишь из ропы и весь покрываешься этими сталактитами, кристаллами соли. Сейчас нет. Смотрите, какая красота. Просто невероятная красота. И что меня удивило, почему лебедь плавает в соленой воде. Это мне показалось очень забавным и редким явлением. Ну, чтобы в куяльнике, в соленой воде. Девочки, мальчики, доброе утро. Капец, товарищи. 10 утра, 31 градус показывает у меня за бортом на градуснике. В Одессе просто плавится асфальт. Девочки, я здесь хожу, брызгаю все свои цветы с самого утра. Развожу, так сказать, сырость. Посмотрите, сейчас я переключусь, покажу вам, что у меня цветет здесь. Немного, но есть.
Я вам покажу вот это чудо. Это орхидея, инциклия, называется кахлиата. Ну, кому интересно, посмотрите, какой цветочек. И это вам не фаленопсис из супермаркета. Красота. Мы вчера, кстати, были на Куяльнике, вы уже видели. Отдохнули. Во! Короче говоря, накупались в рапе. Жорка лез в рапу опять. Я не хотела его с собой брать, но Сережа расстроенный говорит: нет, давай его возьмем. Ну вот и взяли. Гляньте, какие осьминожки. Ну красота. Так, а я иду брызгать лимоны. И у меня, девочки, есть хорошие новости. Так, вот еще, вот еще. Дендробиум нобели. Аполлон вроде как. Ну не могу понять. Я вот смотрю в этом году на цветочек. В прошлом году цветочек внутри вон там, в горлышке был с розовинкой, как у Аполлона. В этом году розовинка пропала. Мне кажется, когда прохладно, розовинка появляется. Когда жарко, розовинки нет. Только что ванды свои несчастные. Это, кстати, девочки, вот это вот, которая ближе к там, вот это несчастье, это очень клевая природник. Кайрулия ванда. Кайрулия. В общем, она классная. Она классная, синяя такая, голубая ванда. У меня куплена в размере 0,01. 0,01. В общем, очень маленьким размером куплена. Вот ращу. Ращу, она там вредничает. Под лампами зимой вот что-то посушила краешки. В общем, сейчас летом переехали на окошко. На зиму поедут под освещение. И вот еще одна, я их только что замочила. Они у меня вот так в корзинках растут, в крупных кусках коры и в таких ведерках. В общем, видите, рассказала вам немножко про орхидеи. Так, цветет у меня фаленопсис Wild Cat. Красавчик. Я потом девочкам расскажу, как он себя чувствует на своем основном канале. Расскажу, как чувствует себя его брат, которого я приобрела очень дешево по уценке 10 мая на День матери. В общем, расскажу. Так, и вот смотрите, у меня такое интересное цветение. Из-за жары или что, ну, даже не хотится, лень открывать лепестки. Представляете? Вот так, полузакрытый. Полузакрытый цветочек. Я сначала подумала, что ну вот завтра, послезавтра он откроется в плоскости. Да нет, так и остался. Представляете? Вот такая вот на жару вылезла у него пилоричность. Так, а так особо ничего не цветет. Лаврентий там доцветает. Это Сога Лоуренс. Ну, остальное там где-то по 2 бутончика, как здесь. И вот такая красота, которая вообще не бабочка. Должна была быть бабочка. Все в порядке. Показывала девчонкам на орхидейном канале, как там мои ликасты после получения. Ну, растут девочки. Вроде как растут. Но вот эта самая дорогая, она желтая. Природник, она что-то, блин, стоит. Ну ладно, здесь 2 роста растут. Ну, посмотрим, девчонки. Посмотрим мой первый опыт по ликастам. Так, здесь у меня хои. Кстати, кто желает вот такие взрослые хои, я их выставила на продажу на OLX. Вот эту, эту не помню, по-моему, нет. Но вот эти 2 точно. И, по-моему, еще одну. И вот эту. Спросите, почему? Взрослые красивые растения. Потому что я люблю вырастить, увидеть цветение, вырастить до больших размеров. Я считаю, это большой размер. А потом уже начинать все заново. Ну, такая у меня фишечка, не знаю. Но не все. Есть те, которые популярны, а есть те, которые мною любимые. Я их, конечно же, оставляю. Но вот это, в принципе, мне нравится. Но я знаю, что я из черенка ее быстро выращу. Цветет красиво так. Ну, в общем-то, может, кто-то мечтает о взрослой хвое. Так что пишите Анна Ярощук на Фейсбуке в личные сообщения. И я высылаю. Вот у нее постоянно, бесконечно цветение. Вот опять она бутоны дует. Боже, такая жара.
а кто-то там делает ремонт. Ну, когда еще? А, девочки, и вот этот мой велетень, посмотрите, это мой мадагаскарский жасмин. Смотрите, девчонки, он весь в бутонах. Клево. Вот здесь бутоны. Он, когда вечером начинает ароматить, всем надо прятаться. Но это очень вкусно. Ну вот именно вот жасмин. Жасмин классный. Вот, смотрите. Я в этом году была такая ситуация у нас. То отопления нету, света нету. Здесь на лоджии холодно. Камин не включишь, потому что перебои с электроэнергией. И я его взяла. А вот на подоконник на южную сторону его ж не поставишь. Он достаточно уже взрослый, не поместится. В общем, я его захватила и поставила вообще в глубину комнаты, прям в глубину комнаты, без подсветки даже. Что, и думаю, будь как будет. Что он сделал, девочки? Он поскидывал, наверное, ну такую, процентов 40 листьев скинул. Они просто начали массово желтеть и падать, желтеть и падать. Потом раз и остановился. И вот он до весны, до потепления, у меня там стоял полулысый. Я его обратно потом сюда принесла, и он за месяц оброс. И вот, смотрите, новые паганы. В общем, короче, я поняла, что там он будет зимовать у меня теперь всегда. И на новых вот, да, там со всех сторон он собирается цвести. Короче говоря, Стефанотис, это, конечно, очень лиана такая клевая, в том плане, что беспроблемная. И смотрите, сколько приростов. Так, а я ж лимонами своими тут занимаюсь. И у меня хорошие новости. Я очень переживаю за свои лимоны. И особенно вот за этого, за лунарио. Девочки, ну да, вот так смотришь на него, ну блин, обняться и плакать. Я сейчас его пробрызгиваю. Так, ну я сегодня, знаете, что увидела? Надеюсь, вы сейчас тоже увидите. Смотрите. Проснулись почки у него. Ой, сейчас увидите, не видите? Вот почечка, ой, вот почечка просыпается. И так по стволику, если пройтись по веточкам, то можно увидеть, где я еще видела. Здесь нет. В общем, где-то здесь я еще видела. В меня вселилась надежда, что мы будем жить, что он таки адаптируется. Да, вот видите, вот зеленая почечка. Вот такая вот. Так, где же я еще видела на веточках? Короче говоря, поверьте мне на слово, есть хорошие новости, что он, в принципе, заактивничал. Я надеюсь, что Лунарио выживет. У него вот этот прирост, с которым он приехал, он вообще такой, знаете, и не падает, сейчас, и не сохнет, но он вялый какой-то. Но само растение полито. Корневая вроде там в порядке. Короче, в общем, я очень надеюсь, что он не гыкнет. Все-таки ж не Мейер, а Мейер вот он. Мейер немножко посбрасывал этих всех веточек с новыми приростами. Как бы краешки с приростами посбрасывал. Но вижу, что листики растит. Они увеличились в размере. Пьет неплохо. Я его поливаю хорошенько, пока водичка не появится в поддончике. Как только водичка появилась, я останавливаюсь, даю ему минут 15-20. Вот что он выпил из поддончика, то выпил за эти 20 минут. Все, что осталось, я сливаю. И мне кажется, что там вот я уже вижу, вот, смотрите, вышел немножко даже корень. Не, ну это еще не повод его пересаживать. Он должен полностью обвить свой этот самый, весь ком грунта. То есть для того, чтобы уже пересаживать, то есть берете, когда за стволик, вот когда вот уже надо караул пересаживать, берете за стволик,
аккуратно с горшка так похлопали, постучали и вытягиваете, и вы видите, что там нету даже намека на землю, а вот так все корнями заплетено. Вот это вот уже надо пересаживать перевалкой в больший объем. Такой листик у него, видите, новенький такой, молоденький. В больший объем добавляете, берете горшочек там на один пальчик больше, чуть-чуть там, чуть-чуть больше. Вниз добавляете земли и ставите, и по бокам обсыпаете. Все. Вот я теорию знаю, на практике нифига не выходит. Так, а это мой мандарин канавасы. Ну, нормально тоже, я их позавчера поливала. Сейчас вот побрызгаю. Я их прям на окне брызгаю, потом окна протираю. Ну, жарко, девочки. Я здесь, конечно, после 3, тут солнце после 3 поворачивается. Я, конечно же, девчата, включаю кондиционер, потому что невозможно. Я вчера еще рискнула. Говорили, что 30 числа, а сегодня 1 июля 2026. 1 липня. Это моя, кстати, орхидея, очень классная. Ее надо постоянно влажно держать. Это моя цилогина крестата. Сейчас заглянем. В общем, я вчера даже пирог спекла в такой жаре. У меня 2 кондиционера на южной стороне. Видите, никак бульбы не надуются. Дело в том, что, видимо, еще корневая не наросла. Когда корневая нарастет, то тогда, там я видела, корешки появляются. Но когда она растет корневая, особенно от новых бульб, то она будет всю ризому кормить, все бульбы кормить. Она у меня прям там стоит, ой, девочки, она там у меня стоит вся в воде. Видите, я вчера поливала. Ей нужно очень влажно. И ей сейчас просто болезненно то, что сейчас такая жара. Но я потом включу кондиционер после обеда, если будет свет, дай бог. Потому что обещают же отключение. Вон, видите, как я набрызгала прям окно. Все мокрое. И стена, но стена сейчас, там следы не остаются на стене. У меня здесь янтарочка. Я так немножечко и по стволику брызгаю. Янтарочки даю чуть-чуть. Я потом повытираю окна со средством чуть позже. Вот жара, ну, я потом беру салфеточку и все вытираю. И вот это вот уже еще один мой киевский крупноплодный. Пока устицы открыты с утра, я их брызгаю. Здесь, конечно, надо поливать уже за счет бульб. Видите, как у катасетума бульбы, это орхидея катасетум, бульбы сильно съедены уже, сплющились. Что, он сухой, что ли? Да нет, он влажный. У него просто еще не такая сильно развитая корневая. Хотя можно и полить. Да, надо полить. Я нижним поливом поливаю. Вот только там есть корни, и вот он продолжает их расти. Это черная орхидея Фред Кларкиара After Dark. Если зацветет, я буду просто в восторге. И вот этот новый рост, он тянет влагу со старых бульб. Надо сейчас налить воды и плюхнуть туда. Сейчас я так и сделаю вместе с вами. Сейчас я прям с пульверизатора налью. Пускай стоит, пока здесь тенек. Пускай пьет. И бульба отопьется. Сейчас, девчата. Вот так. Я нижним поливом катасетум поливаю. А ну, а ну. Ну да, я думаю, что достаточно. Там у меня просто в горшке внизу слой мха. И поэтому как бы сейчас мох подтянет. И может быть даже надо будет еще и добавить. Это нормально. Так, и вот эту красоту надо полить. Это... Но эту надо пойти замочить. Хотя она еще влажная. Корни начала наконец-то через 2 года растить. Это знаете кто? Это... Господи. Сейчас я вам скажу. Вот. Аскоцентрум миниатум. Вот он вредина. И вот только наконец-то появились корни в этом сезоне. Вон 2, и там 3. Детеныш у него растет. Он красивыми мелкими такими, это как вандочка, мелкими оранжевыми цветочками растет. Я сейчас пойду его прямо вот сюда воды налью и оставлю его на час, пускай хорошо пропитается грунт и корни, которые есть, попьют. Так, а этот, ну пей, пей. Все, тебе хватит.
Надо напоить, потому что ну, бульбы уже критично повздувались, видите? Надо поить. Рост идет мощный, тягны. Это, видите, как мама, бульба возле него, потом бабушка, прабабушка. И они все его кормят. Потому что пока он корневую разовьет, пока он сам будет добывать себе воду, это очень долго. Так что у нас сегодня прям тематическое получилось видео. В общем, девочки, такие вот дела. Сегодня мы, пока не знаю, вечером, думаю, конечно, хотелось бы на лиманчик сгонять, но так как есть дела на вечер, деловая активность вечерняя намечается, поэтому сегодня ни моря, ни лимана не состоится. Состоится только, естественно, прогулка с Жориком. А Жорик сейчас набегался с утра со своими друзьяками в 7 утра в парке. И теперь дрыхнет, наелся. Ну, плохо девочки кушают, потому что жара. Так что всем огромный привет в этот спекотный день. Напишите, чем вы там спасаетесь. У меня единственное, что ну, мороженое покупаем, водичку пьем. Не сладкую, сладкую не пьем. Компот я варю, охлаждаю. Кондиционер включаю, когда есть свет. В душ ходим. Ну что еще? По жаре не шлендраем, если нет такой необходимости. Короче говоря, сижу в своих джунглях часов до 5. Вчера мы с Жориком вышли в 4:30. Мама дорогая, можно помереть. Такая жара, у меня сразу как начала кружиться голова, я аж испугалась. Я вам скажу больше, я не взяла с собой воду для себя. И пришлось хлебнуть из бутылочки, которую я Жорику беру. Вот это для собак бутылочка. И хлебнула. А что, девочки, делать? А что делать? Не упасть же там на асфальт. Я же с ребенком вышла гулять. В общем, вот так. Так что я считаю, что в эти жаркие дни раньше 7, ну, 6-7 раньше даже не надо высовывать нос. И потом можно часов до 11 гулять. Магазины все равно у нас работают. Некоторые до 10 часов. Поэтому можно искупиться. Так что вот так вот. Берегите себя и берегите своих близких. Если перегрев, намочили платочек, что под рукой есть, водичкой. И вот тут вот на шею или вот в пах приложили с холодной водой намоченную тряпочку или под мышки. Там, где проходят артерии, для того, чтобы жар этот снять температуру. Никакого парацетамола, никакого нурофена. Это не та температура при перегреве, которая бывает при вирусных заболеваниях инфекционных. Понятно? Ни в коем случае не слушайте никого и не пейте жаропонижающие во время того, как вы, если вы вдруг получили тепловой удар. Так что вот так. Всем пока. Обняла. Где мой Жорочка? Хвостика вижу. Самое клевое место, да, Жорка? Под кроватью. Спать на полу, да? Привет. Там прохлад, сквознячок.